В этом видео мы рассмотрим все возможные неисправности, поломки смесителя. Неважно, где он у вас стоит, на кухне, в санузле, неважно, какой он формы, какая мойка. Все собрал в одном видео. Различные утечки, замен крана, замен шлангов, засорился кран, хлюпкий вертушок. Все это мы рассмотрим в видео. В различных видео мы часто видим, как это все просто делается, откручивается, закручивается, но, как показывает практика, все закипает от времени, закоксовывается, ржавеет, никуда не подлезть, и заменить в итоге оказывается не так уж просто, как показывают. Давайте приступим. У вас плохой напор смесителя. Первое, что нужно сделать, это заменить аэратор. Как его заменить, у меня есть видео на канале, можете посмотреть, не будем тратить время. Следующие подтеки в этом месте. Кран туда-сюда поворачивается, со временем изнашиваются манжеты резинки и начинает подтекать. Нам нужно открутить вот эту гайку, она, как обычно, прикипает, если это недорогой кран, делается из алюминопластика, и, скорее всего, она лопнет. Нам нужно сохранить нижнюю резьбу основного крана. Сами резинки вы вряд ли подберете, если подберете, молодцы, но обычно вот эта вся дудка вытаскивается, идете в магазин, там вам подбирают такую же с резинками, ставите, закручиваете, и все у вас хорошо. Сначала нужно это место смазать химией. Какой химией смазать содержание, у меня тоже есть на видео. Так, химия у нас немного поработала, нам нужно открутить. Ключом тут обычно не подлезть, берем обычный газовый ключ. И самое главное, не передавить гайку. То есть, вот мы прижали по размеру. У нас больно большой расход, мы очень сильно сжимаем, тем самым вот эта гайка передавливается на основную резьбу. И вы, получается, крутите не гайку, а вместе с ней пытаетесь прокрутить резьбу, которая у нас стационарная. Подбираем размер, чтобы не сильно передавить. Можете это делать через тряпочку, но если вы будете менять дудку, то вам главное отвернуть эту гайку. Ее даже лучше, если она лопнет. Вот она у нас пошла. Вот открутили дудку. У более дешевых здесь накидная гайка, вот она вращается. Здесь будет удлинение, и на конце резьба. И на этом удлинении будут стоять две манжеты. Они изнашиваются, и заменить их, подобрать тяжело к вашему крану. То есть меняйте всю дудку. Здесь внутри шестигранник, вот эта отдельная часть, она выкручивается, и на ней также будут стоять две уплотнительные манжеты резиновые. У вас, даже если лопнуло вот это кольцо, ничего страшного. Главное сохранить вот эту резьбу. То есть есть тут внешние, внутренние, конструкции все разные, но подобрать сейчас не проблема, стоит она недорого. Вот у нас работавший
Она должна быть круглого сечения, она уже расплющилась, от нее ничего не осталось, она подтекает. На некоторых кранах она не вкручивается внутрь, а как бы наружу вот этой и вставляется внутрь. Потому что конструкции разные, но принцип один и тот же. Ищем что-нибудь подходящее и меняем. Ставим новое колечко. И монтируем назад. Смотрим дальше. У вас расшатался вот этот вертушок, он весь добегается, очень легкий ход, или подкапывает из крана постоянно. Для этого нам надо разобрать и достать буксу. Крепление от вертушка всегда снизу, снимаем заглушку, там будет или под шестигранник, или под отвертку, в зависимости от конструкции. Снимаем и смотрим дальше. Дальше у нас стоит защитный декоративный кран. Он или на резьбу садится, или просто накидывается, прижимается верхним вертушком. Он сделан из очень хрупкого материала, так что с ним поаккуратней. Его можно или расшатать потихонечку, вперед-назад, без особых усилий. Вот он мне поддался. Мне на резьбе откручиваем. Если у вас болтается вот этот вертушок, вам только нужно подтянуть вот эту гайку. Он прижмет сильнее буксу, и у вас будет все плотно. Если вам нужно почистить кран, заменить буксу, она неисправна, разбираем дальше. Вот она букса, вы идете с ней в магазин, вам подбирают такого же размера. Не надо пугаться, они будут такие, бывает сверху скоба стоит, разные модификации, ничего в этом страшного нет. Если вам нужно ее почистить, смотрим. Она разбирается, стоит вот пластиковая, вот выдавливаете, вытаскиваете. Там будет внутри стоять сеточка. Чистите ее, но они почти никогда не забиваются. Все вываливается. Там вон видно белка. Вот у нас вход горячий, вход холодный. И это общий насмеситель идет. Они тоже могут быть забиты. Для этого нам нужно уже подбираться снизу. Чтобы снять этот кран, нам нужно подобраться снизу. Для этого нужно отсоединить шланг горячий, шланг холодной подводки, отсоединить канализацию, отсоединить обязательно раковину. Неважно какая у вас, из нержавейки, керамика,
ее обязательно нужно снять и перевернуть, иначе вы не подлезете, толком ничего не сделаете, не увидите, только измучаетесь. Потратьте время, снимите, не так уж это сложно. Здесь стоят снизу крепления, сейчас я покажу. Если она у вас на навесном ящике, то, скорее всего, посадили к стене на герметик или на сам ящик на герметик. Пройдете ножичком потихоньку, отковыряете, все назад потом поставится, не будет видно. Для того, чтобы снять раковину, нам нужно перекрыть воду, открутить гибкие шланги и открутить вот эти крепления. Они идут по кругу. Крепление раковины к столешнице. Вот мы видим крепление крана к раковине. Вот гибкие шланги. Вот прижимной болт, шпилька крепления самого крана через шайбу к раковине. Сюда ничем почти не подлезть. Мы видим, что уже подтекало сверху и все заржавело. Откручиваем одну из любых гаек, эту, или вытаскиваем гофру из канализации. Сливаем из отстойника всю вкусняшку, чтобы она не пролилась где не надо. У меня с переливом, так что здесь цельная гайка. Откручу сам отстойник. Частая причина плохого напора, особенно горячей воды, если у вас полипропиленовые трубы, то вот здесь вот собирается камень. Он забивается здесь, потому что проход у шланга меньше намного. И вот скапливается вот в этом месте или здесь. Отверткой выковырили, промыли, поставили, тоже может быть причиной. Итак, шланги отсоединили, проверили их, засоренные нет, отсоединили канализацию, слили вкусняшку, отсоединили раковину. Теперь это надо все поднять и перевернуть. Снизу у меня стоит ведро, я сразу все сливаю с крана. Осторожненько. Вот у нас теперь есть свободный доступ к креплению крана, подводящим шлангом. Их свободно можете здесь выкрутить. Для этого вам понадобится необычный ключ. Тут и бывают на 10, на 11, на 9. И он идет тонкий. Если у вас есть обычный ключ, вы на болгарке его можете сточить. Если у вас закисло вот эти вот крепления все, или стоит здесь гайка, крепление вот такая вот, и вы можете спокойно здесь подлезть газовым ключом. Если у вас тут настолько все печально, что вы даже газовым ключом не можете открутить, можете болгаркой подлезть, можете пилкой любой, ножовкой по металлу спилить, чем удобно будет. Как проверить, забит у вас подводка к крану или сами отверстия в крану до буксы. Вам нужно в каждый из шлангов дунуть. Если не почувствуете разницы, то шланги не забиты. Если на одном из шлангов будет труднее дуть, продуваться, чем в другом, значит он забит. Чтобы дунуть, нам потребуется любой бочонок полдюймовый, так как здесь соединения подвижные, они будут продуваться, не получится. Закручиваем, прижимаем руками и дуем.
продувается одинаково, значит все в порядке. Если один из шлангов продувается тяжелее, значит он забит. Откручиваем. В одном из видео я показывал, там, как проливать кислоту, чтобы камень оттуда вышел. Все. Меняем шланги, если надо. Меняем кран, если надо. Здесь все подлезешь, ставим все обратно. Прикручиваем и собираем. Кромки здесь со временем грязь набилась, жиру, протираем все. Тряпочка чистенько. Здесь спильную кромку можно еще раз обработать силиконом, чтобы когда вода попадает, у вас столешница не разбухала. И ставим обратно. Все собираем в обратной последовательности, проверяем, чтобы у нас нигде не подтекало, не капало. Если капает, подтекает, устраняем. Все основные проблемы разобраны, других их здесь не бывает. В зависимости от крана, конфигурации кранов разные, но принцип у них один и тот же. Все. Пользуемся на здоровье. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго и пока-пока.